Обязательное сообщение о ненадлежащем обращении с детьми. Каждый ребенок заслуживает того, чтобы его воспитывали и оберегали те, кто несет ответственность за его опеку и попечительство. Родители и воспитатели могут обеспечить надлежащую заботу и защиту своим детям. Однако некоторые родители испытывают трудности в обеспечении безопасности своих детей и надлежащей заботы о них. К сожалению, в нашем штате есть дети, которые сталкиваются с угрозами своей безопасности в своем собственном доме. В вопросе обеспечения безопасности эти социально уязвимые дети полагаются на других лиц, родственников, соседей и специалистов в местном сообществе, включая обязательных уведомителей. Этот видеофрагмент представляет собой краткий обзор порядка обязательного уведомления властей о ненадлежащем обращении с детьми в штате Орегон. Вы, выступая в роли обязательного уведомителя, должны не только полагаться на информацию в этом видеофрагменте, но и выполнять требования закона, предъявляемые к уведомлению о ненадлежащем обращении с детьми, чтобы более полно понять свои обязанности. Вы также можете обратиться к руководству, составленному в департаменте DHS под названием «Что вы можете сделать для предотвращения ненадлежащего обращения с детьми?». От обязательных уведомителей поступает примерно 75% всех сообщений о ненадлежащем обращении с детьми. Обязательные уведомители – это специалисты государственного и частного сектора, обязанные по закону сообщать о подозрениях о ненадлежащем обращении с детьми. Большинство из этих специалистов регулярно взаимодействуют с детьми и семьями. К ним относятся сотрудники, работающие полный и неполный рабочий день, а также сотрудники, работающие на добровольной основе. К некоторым примерам обязательных уведомителей относятся практикующие поставщики медицинских услуг, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники государственной или частной организации, предоставляющие услуги детям или проводящие мероприятия, связанные с детьми, сотрудники государственных и частных школ и члены духовенства. Для получения полного списка всех обязательных уведомителей смотрите статью 419b.005 Свода законов штата Орегон с дополнениями и поправками. Согласно закону штата Орегон, любой обязательный уведомитель должен немедленно сообщить о подозрении о ненадлежащем обращении с ребенком, если у этого лица есть веские основания полагать, что ребенок, с которым они вступают в контакт, мог подвергнуться насилию, или лицо, с которым они вступают в контакт, могло подвергнуть ребенка насилию. Лицо является обязательным уведомителем, но всех призывают сообщать о подозрениях о ненадлежащем обращении с детьми, чтобы обеспечить безопасность детей в нашем сообществе. А теперь поговорим о ненадлежащем обращении с детьми. Согласно определению, ребенком считается лицо, не достигшее возраста 18 лет. Понятие «ребенок» также включает в себя лиц в возрасте до 21 года, которые проживают в детском учреждении или получают уход или услуги в детском учреждении. Детское учреждение является частной компанией или организацией, аккредитованной департаментом DHS, включая детские учреждения интернатного типа или детские учреждения другого вида, в которых предоставляется аналогичный уход или услуги для детей. Даже при наличии опасений по поводу ребенка не всегда ясно, имеет ли место ненадлежащее обращение с ним. Давайте подробнее рассмотрим определение физического насилия над детьми, сексуального насилия, пренебрежительного отношения к ребенку, психических травм и угрозы причинения вреда. Физическое насилие определяется в законе штата Орегон как любое агрессивное поведение по отношению к ребенку и причинение любого физического повреждения ребенку не случайным образом, включая любое повреждение, которое, как представляется, противоречит объяснению его происхождения. Как определено в законе штата Орегон, сексуальное насилие включает в себя подвергание ребенка сексуальному контакту, изнасилование ребенка, включая, среди прочего, изнасилование, педерастию, незаконное сексуальное проникновение и инцест, сексуальную эксплуатацию, включая, среди прочего, содействие преступлению сексуального характера, совершаемому несовершеннолетним, и любое другое поведение, которое позволяет, использует, санкционирует, разрешает, побуждает или поощряет ребенка участвовать в выступлениях для всеобщего обозрения.
Сексуальное насилие также включает в себя фотографирование, киносъемку, магнитофонную запись или другие действия, которые полностью или частично являются проявлениями сексуального поведения или контакта, сексуальным насилием с участием ребенка или изнасилованием ребенка, но не включает в себя любое поведение, которое является частью какого-либо расследования или которое предназначено для использования в образовательных или других законных целях. И секс-торговлю людьми, включая разрешение, дозволение, поощрение или наем ребенка для участия в коммерческом половом акте или для покупки секса с несовершеннолетним. Пренебрежительное отношение к ребенку включает в себя, среди прочего, неспособность обеспечить ребенка питанием, одеждой, кровом или медицинской помощью, что может поставить под угрозу его здоровье или благополучие. Пренебрежительное обращение также включает в себя покупку или продажу лица, не достигшего возраста 18 лет. Пренебрежительное обращение может заключаться в том, что ребенок, не достигший возраста 18 лет, может входить в помещение или на территорию, где производятся метамфетамины, а также оставаться там. Наконец, пренебрежительное обращение может означать, что ребенок был подвергнут незаконному воздействию на него вещества, обращение которого регулируется законом, или участию в незаконном производстве каннабиоидного экстракта, что подвергает ребенка существенному риску причинения вреда здоровью или представляет угрозу его безопасности. Психическая травма – это какое-либо психическое расстройство у ребенка, которое включает в себя заметное и существенное нарушение умственной или психологической способности ребенка функционировать, вызванное жестоким обращением с ним. Угроза причинения вреда возникает тогда, когда ребенок подвергается риску нанесения существенного ущерба его здоровью или благополучию со стороны родителя или воспитателя. Помните, что дети часто не могут или не хотят говорить, обращаются ли с ними родители, воспитатели или третьи лица ненадлежащим образом. Они полагаются на вас и других членов сообщества, которые могут понять, что что-то не так, и принять меры, чтобы помочь защитить их. Любая отдельная проблема может означать, а может и не означать, что имело место ненадлежащее обращение с ребенком. Но наличие любого из этих признаков, особенно когда их несколько, должно побудить вас задуматься о том, что же может происходить на самом деле. Примите во внимание каждый потенциальный признак в контексте того, что характерно для ребенка, его семьи, культуры и сообщества. Вам не нужно быть уверенным в том, что имело место ненадлежащее обращение с ребенком, для того, чтобы сообщить об этом властям. Привет, меня зовут Эдгар, и я уже много лет работаю школьным учителем в штате Орегон. И поскольку общение с детьми является частью моей работы, я также являюсь обязательным уведомителем. Мне нравится знакомиться со своими учащимися и их семьями. Помогать ребенку учиться и расти – одна из основных среди моих рабочих обязанностей. Поэтому, когда я беспокоюсь о том, как обстоят дела у ребенка, или о том, что происходит у него дома, я отношусь к этому очень серьезно. Конечно, когда это небольшая проблема, я разговариваю с родителями, чтобы понять, можем ли мы поддержать их или нужна ли им помощь. Но если обеспокоенность об учащемся серьезнее, и я не могу решить проблему самостоятельно, или учащийся прямо говорил со мной о волнующей его ситуации дома, я рассматриваю возможность обязательного уведомления в соответствующие органы о ненадлежащем обращении с ребенком. Я стараюсь запомнить следующие этапы процесса: распознать признаки ненадлежащего обращения с ребенком, задокументировать их и сообщить о них. Этот процесс, состоящий из 3 этапов, помогает мне сосредоточить свое внимание на том, что мне нужно сделать, чтобы выполнить свои обязанности обязательного уведомителя. Давайте поговорим о первом этапе процесса – распознавании признаков ненадлежащего обращения с ребенком. Распознавание – это знание признаков ненадлежащего обращения с детьми, которые могли или могут иметь место. Когда мы обсуждаем вопрос о том, как распознать общие признаки ненадлежащего обращения с детьми, важно также признать, что у каждого из нас есть свои собственные убеждения относительно того,
что представляет собой хорошее воспитание, права детей в их собственных семьях и, как по нашему мнению, родители и опекуны должны реагировать на проблемы, вызывающие озабоченность. Эти убеждения возникают на основании наших культурных и общественных норм, нашего собственного семейного и другого жизненного опыта. Конечно, существует множество методов воспитания ребенка, и подходы к воспитанию детей сильно различаются в разных сообществах. Когда мы беспокоимся о ребенке из другого сообщества, а не из нашего собственного, или о ребенке, который принадлежит к сообществу, которое мы плохо понимаем, мы должны рассмотреть вопрос о том, связано ли это беспокойство с практикой воспитания и личными убеждениями, которые могут отличаться от наших собственных, но не обязательно являются жестоким обращением. Результаты исследования показывают, что ненадлежащее обращение с детьми имеет место в разных расовых и этнических группах с одинаковой частотой. Однако, когда мы смотрим на то, кого обвиняют в жестоком обращении с детьми, мы видим, что о жестоком обращении с детьми из семей национальных меньшинств, особенно о жестоком обращении с детьми коренных американцев и афроамериканцев, сообщают гораздо чаще, чем ожидалось. Это называется расовой диспропорцией. Ниже объясняется то, что известно о расовой диспропорции в системе социального обеспечения детей и как вы можете помочь исправить эту проблему в штате Орегон. В области социального обеспечения детей слово «диспропорция» означает, что определенные группы населения либо недостаточно представлены, либо чрезмерно представлены в нашей системе по сравнению с их сверстниками из общей численности населения. В штате Орегон и по всей стране дети представителей национальных меньшинств чрезмерно представлены в системе социального обеспечения детей в масштабах, вызывающих обеспокоенность. Афроамериканские дети почти в 2 раза чаще подвергаются ненадлежащему обращению, чем дети лиц европейского происхождения. Кроме того, как только поступает звонок о ребенке афроамериканце, он скорее всего будет обоснован. И этот ребенок скорее всего будет удален из дома и проведет вдали от дома дольше, чем ребенок из семьи лиц европейского происхождения. Среди коренных американцев наблюдается почти 3-кратное количество обвинений в жестоком обращении с детьми, чем среди детей европейского происхождения. И дети коренных американцев менее склонны к достижению постоянства в своей жизни. Вам, как специалисту, регулярно взаимодействующему с детьми, очень важно понимать личные предубеждения и их потенциальное влияние на вас, как на обязательного уведомителя. Спросите себя, всегда ли я звонил, чтобы сообщить о своих опасениях по поводу ненадлежащего обращения с детьми, когда считал, что ребенок находится в опасности? Очень важно, чтобы вы звонили без колебаний, если вы действительно считаете, что какой-либо ребенок находится в опасности из-за ненадлежащего обращения. Задайте себе такой вопрос. При прочих равных условиях сделал бы я тот же самый звонок таким же образом, если бы я видел точно такие же вещи, происходящие в семье европейского происхождения? Часто культурные различия приравниваются к различиям в воспитании. Представители одной культуры могут говорить со своими детьми в манере, которая кажется более громкой, более жестокой или менее знакомой обязательному осведомителю. Однако эти различия в воспитании могут не представлять собой проявление насилия. Все мы имеем личные предубеждения. Нравится нам это признавать или нет, но все мы выросли под влиянием образов и идей, порожденных расизмом, предрассудками или расовыми привилегиями, о которых мы, возможно, даже не подозреваем. Подумайте об идеях, которые проникли в вашу систему убеждений. Будьте честны с собой. Верите ли вы, хотя бы даже немного, что коренные американцы активно ищут государственные подачки, а не работу? Верите ли вы, что большинство латиноамериканцев не имеют документов для пребывания в стране? Верите ли вы в то, что афроамериканские мужчины более склонны к агрессии, или что все женщины азиатского происхождения пассивны? Беспокоит ли вас тот факт, что различные расовые или этнические группы каким-либо образом угрожают вашему личному процветанию или безопасности? Вы когда-нибудь запирали двери своей машины изнутри, когда приближались к группе лиц, которые принадлежат к другой расе, отличной от вашей? Эти вопросы не предназначены для осуждения ваших поступков. Они предназначены для того,
чтобы заставить нас всех задуматься о тех убеждениях и предубеждениях, о которых мы можем даже не подозревать, и которые влияют на наши мысли и действия, когда мы вступаем в роли обязательных уведомителей. В ходе обсуждения предупреждающих признаков ненадлежащего обращения с детьми проанализируйте свои личные убеждения и предубеждения, а также характер их влияния на восприятие вашего окружения. Что это за предупреждающие признаки? Мы разделяем их на 3 категории. Физические признаки, присутствующие на теле ребенка, поведенческие признаки или утверждения, сделанные ребенком, или поведенческие признаки или заявления, сделанные родителем или воспитателем. К физическим признакам, присутствующим на теле ребенка, могут относиться повреждения на частях тела, которые не являются характерными. У детей могут наблюдаться ушибы голени, разбитые колени и поцарапанные локти. Вполне ожидаемо увидеть их на теле активных детей. Однако повреждения на спине, шее, ушах, ягодицах или половых органах чаще связаны с применением физического насилия к ребенку. Телесные повреждения, о происхождении которых у ребенка нет объяснения, или причина появления которых не является логичной. Медицинские, стоматологические, офтальмологические или психические потребности, которые кажутся неудовлетворенными. Неблагоприятные показатели веса и роста ребенка при отсутствии установленной причины медицинского характера. Или наличие у ребенка инфекции, передающейся половым путем. К поведенческим признакам или утверждениям, сделанным ребенком, могут относиться регулярные побеги из дома, видимость крайней усталости на регулярной основе, стереотип поведения, проявляющийся в краже еды или жалобах на голод. Ребенок, который плачет, ежится или иным образом показывает то, что он не чувствует себя в безопасности в присутствии родителя или опекуна. Утрата уже сформированных навыков, включая недержание мочи, когда ребенок был хорошо обучен пользованию горшком. Попытка самоубийства или стереотипы поведения, которые приводят к причинению вреда себе. О том, что их оставляют без присмотра, прежде чем они смогут безопасно заботиться о себе. Заявление о том, что они боятся своего родителя или воспитателя, или не хотят идти домой. Просьба о том, чтобы другие лица обеспечивали его всем необходимым. Или прямые заявления о жестоком или пренебрежительном обращении. Поведенческие признаки или заявления, сделанные родителем или воспитателем, могут включать в себя пренебрежительное отношение к чувствам, потребностям или эмоциям ребенка, видение ребенка абсолютно плохим, злым или никчемным, описание ребенка, используя сексуальные термины или предположение, что ребенок может спровоцировать сексуальный контакт с другими лицами, надежда на то, что ребенок будет вести себя определенным образом, не соответствующим его способностям или уровню развития. Подозрение на то, что они намеренно изолируют ребенка, в том числе забирают его из школы или предотвращают его участие в других мероприятиях, или противоречивые, неубедительные доводы или вообще не имеющие объяснения телесные повреждения или события. Несмотря на то, что родители с ограниченными возможностями здоровья могут нуждаться в различных видах поддержки в воспитании ребенка, их недееспособность или психическое состояние сами по себе не являются фактами ненадлежащего обращения с ребенком. Когда вы замечаете один или несколько признаков, вы можете быть не уверены, имело ли место жестокое обращение и нужно ли вам сообщать в соответствующие органы об этом. Однако вы должны критически осмыслить то, что еще вы знаете и что вы наблюдали относительно этого ребенка и его семьи. Никогда не мучайте себя догадками, если вы считаете, что ребенка подвергли жестокому обращению. Тем не менее, если вы мысленно задаете себе вопрос, и он касается, как оказывается, семьи из числа национальных меньшинств, то следует подумать, имеете ли вы личные предубеждения. Специалист по вопросам ненадлежащего обращения из службы охраны детства поможет разобраться в вашей проблеме. Лучше сообщить или обсудить проблемы с профессионалом, который может помочь, чем хранить молчание. Распространенные ситуации, вызывающие беспокойство у обязательных уведомителей. В дополнение к показателям, рассмотренным ранее, обязательным уведомителям часто становится известно о конкретных обстоятельствах,
которые вызывают озабоченность по поводу обеспечения безопасности и благополучия ребенка. Давайте рассмотрим эти ситуации, чтобы вы лучше понимали, как служба охраны детства относится к каждой из них. Насилие в быту. Насилием в быту является повторяющийся стереотип принудительного поведения, которое может включать в себя физическое, сексуальное, экономическое и эмоциональное насилие, используемое лицом в отношении бывшего или нынешнего интимного партнера с целью добиться власти и контроля в отношениях. Наблюдение ребенком насилия в семье само по себе не считается ненадлежащим обращением с детьми. Однако в семьях, где имеет место бытовое насилие, наблюдается высокий уровень ненадлежащего обращения с детьми. Когда ребенок получил травму, выражает озабоченность по поводу своей безопасности в связи с насилием в семье, или когда вы считаете, что ребенку будет причинен вред, связанный с насилием в семье, сообщите об этом. Физическое наказание. Физическое наказание, которое является обоснованным и соответствующим возрасту ребенка, его физическим характеристикам и уровню развития, не считается физическим насилием. Физическое наказание не допускается в государственных школах, лицензированных детских учреждениях или государственных лицензированных или аккредитованных учреждениях, таких как приемные семьи, групповые дома или детские учреждения. Дети без присмотра. В законах штата Орегон не определяется возраст, когда ребенок может быть оставлен без присмотра. Однако ребенок в возрасте до 10 лет не может быть оставлен без присмотра в течение такого периода времени, который может угрожать его здоровью или благополучию. Возраст не обязательно является хорошим показателем способности ребенка обеспечить свою безопасность без присмотра. Уровень зрелости ребенка, его способность удовлетворять свои собственные потребности и действовать надлежащим образом в чрезвычайных ситуациях, а также физическая безопасность домашней обстановки – все это факторы при рассмотрении вопроса о том, может ли ребенок подвергаться пренебрежительному отношению к себе, оставаясь дома один без присмотра. Неспособность получить медицинскую помощь. Неспособность родителя или воспитателя получить помощь в удовлетворении очевидной медицинской потребности, потребности в развитии, а также стоматологической, офтальмологической или психической потребности может представлять собой факт пренебрежительного отношения к ребенку. Как правило, неспособность получить медицинскую помощь может привести к серьезным медицинским проблемам у ребенка. Например, опекун, который не обеспечивает постоянное лечение ребенка с астмой или диабетом, рискует иметь значительные последствия для ребенка вплоть до смерти, если за заболеванием не ведется регулярный контроль и не обеспечивается лечение. С другой стороны, воспитатель, который откладывает визит к врачу на несколько недель из-за продолжающегося кашля или насморка, даже когда другие замечают проблемы, возможно, принимает не лучшее решение, но не будет считаться проявляющим пренебрежительное отношение к ребенку в соответствии с законом, потому что результат вряд ли будет серьезным. Употребление психоактивных веществ во время беременности. О тревогах по поводу новорожденных, у которых проявляются симптомы воздействия веществ или которые, как известно, подвергались их воздействию до рождения, следует сообщать в службу охраны детства. Федеральный закон требует, чтобы государственные службы защиты детей имели процедуры для оценки степени воздействия на здоровье детей опасных психоактивных веществ и осуществления контроля за их благополучием, если они будут переданы на попечение своих родителей. В штате Орегон не могут требовать подачи уведомлений о ненадлежащем обращении с детьми со стороны будущих матерей, не имеющих детей в доме. Однако лучше всего задокументировать опасения по поводу поведения родителей, условий или обстоятельств, которые могут угрожать новорожденному ребенку до его рождения. Эта информация будет рассмотрена, если служба охраны детства получит в будущем уведомление о ненадлежащем обращении с ребенком после его рождения. В этом разделе описывались основные показатели возможного ненадлежащего обращения с детьми, распространенные ситуации, которые часто вызывают озабоченность у обязательных уведомителей, а также важность рассмотрения влияния личных взглядов и предубеждений на необходимость уведомления. Далее мы рассмотрим типы информации, которую вам следует иметь под рукой при составлении уведомления.
При обращении к работникам горячей линии по вопросам ненадлежащего обращения с детьми в штате Орегон с заявлением о жестоком обращении с детьми запишите дату и время своего звонка, а также имя, фамилию работника, с которым вы разговаривали. При составлении уведомления полезно иметь как можно больше информации о ребенке, семье и ситуации. Какой информацией я должна располагать? Предоставьте информацию о масштабах жестокого обращения с ребенком и обстоятельствах, связанных с ним. Полезно включить любое описание предыдущих эпизодов проявления насилия, о которых вы подозревали или знали. Если известно, укажите полные законные имена и фамилии ребенка, родителей и воспитателей, даты их рождения или приблизительный возраст, настоящее место жительства и контактную информацию. Вы также должны предоставить имена, фамилии и контактную информацию родителей, не являющихся опекунами, братьев и сестер и других детей или взрослых, проживающих в семье. Дополнительная полезная информация, если она у вас есть, может включать в себя название учебного заведения или детского дошкольного учреждения, предпочитаемый язык семьи и необходимость в услугах переводчика, наличие каких-либо опасений по поводу обеспечения безопасности работника, назначенного для проведения оценки положения ребенка, общее состояние здоровья ребенка, включая медицинский диагноз, наличие ограниченных возможностей здоровья или уникальных потребностей в его воспитании, наблюдения или заявления, сделанные вам или другим лицам относительно состояния ребенка, информация, вызывающая у вас подозрения относительно проявления насилия в семье, замечания или опасения по поводу употребления психоактивных веществ, признаки нарушения психического здоровья у родителя или все, что может повлиять на способность родителей адекватно и безопасно реагировать на потребности ребенка. Если вы или кто-либо другой обсуждали другие опасения с членами семьи, сообщите о реакции и о характере мер, которые были предприняты для разрешения ситуации с семьей. Также важно сообщать о положительных моментах в семье. Информация о сильных сторонах, успехах и областях, не вызывающих беспокойства, может помочь нарисовать полную картину. Это включает в себя информацию о системе поддержки семьи, такую как наличие расширенного участия семьи в местном сообществе или религиозных группах, культурная поддержка или другие ресурсы. Опять же, это полезная информация, если она у вас есть, но вы обязаны сообщать об опасениях, даже если у вас нет всех необходимых сведений. В соответствии с федеральными законами и законами штата Орегон, служба охраны детства должна устанавливать происхождение ребенка и выявлять детей, родными родителями которых являются коренные американцы или коренные жители Аляски. Очень важно знать, является ли ребенок или его родители коренными американцами и к каким племенам они принадлежат. Закон гласит, что власти признанных федеральным правительством племен имеют право вмешиваться в дела, касающиеся членов или возможных членов их племени. В законе штата Орегон подтверждается наша приверженность работе с племенами для обеспечения безопасности и благополучия их детей и семей. Служба охраны детства тесно сотрудничает с племенами для осуществления контроля за тем, что эта работа действительно имеет место. В этом разделе указан тип информации, которую вы должны быть готовы предоставить, если она известна, при составлении уведомления. Теперь вы узнаете о составлении самого уведомления, в том числе о том, когда и кому оно должно быть направлено. Вы также узнаете, что может произойти в результате звонка специалисту службы охраны детства. Если вы стали свидетелем возможного ненадлежащего обращения с детьми, вы являетесь ответственным уведомителем. Вы не можете просить кого-либо другого сделать это уведомление за вас. Указав свое имя, кем вы приходитесь ребенку или членам семьи, а также контактную информацию, вы выполнили свои обязанности обязательного уведомителя и позволили сотрудникам службы охраны детства связаться с вами при необходимости. Невыполнение требования сообщать о таких случаях является нарушением закона и наказуемо штрафом в сумме до $2000. Обязательные уведомители, которые не выполняют требования отчетности, могут быть подвергнуты судебному преследованию в суде по гражданским делам с целью возмещения убытков. В штате Орегон
и в большинстве других штатов, в соответствии с законами, имена, адреса и другая информация личного характера лица, которое делает заявление о ненадлежащем обращении с детьми, хранится с соблюдением требований конфиденциальности. Небольшое количество дел может быть связано с уголовным или судебным разбирательством по делам несовершеннолетних. Вы можете быть вызваны в качестве свидетеля. Закон требует, чтобы уведомление было подано немедленно, поэтому как обязательный уведомитель вы обязаны сообщать о ненадлежащем обращении с детьми 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, независимо от того, была ли информация получена, когда вы выступали в своем официальном качестве или в нерабочее время. Подача уведомления не может ждать до наступления более позднего, более удобного момента времени или следующего рабочего дня, даже если ребенку в данный момент не угрожает опасность. Например, если вы заедете за продуктами по дороге домой с работы и заметите, что кто-то в очереди в кассу ненадлежащим образом обращается с детьми, вы все равно обязаны сообщить об этом и должны сообщить об этом немедленно. Если вам кажется, что кому-либо причинили боль или кто-то находится в опасности, немедленно позвоните по телефону 911. Относительно всех других сообщений о жестоком обращении с детьми, звоните по телефону горячей линии штата Орегон 1855-503-SAFE или обратитесь в местный правоохранительный орган. Сотрудник, который ответит на ваш звонок, задаст вам широкий спектр вопросов, касающихся ребенка, семьи и ваших конкретных проблем. Как только информация будет собрана, будет определен ответ. Когда сообщение о ненадлежащем обращении с детьми направляется для экспертной оценки в службу CPS, это означает, что служба охраны детства назначает кого-то, называемого сотрудником CPS, для встречи с ребенком и семьей. Работник службы CPS, назначенный для работы с ребенком и семьей, может связаться с вами, чтобы обсудить ваши опасения. Роль службы охраны детства заключается в защите детей от ненадлежащего обращения в настоящем и будущем. Только тогда, когда кажется, что ребенок не может быть в безопасности на попечении своего родителя или воспитателя, служба охраны детства, правоохранительные органы или суды могут вмешаться, чтобы удалить ребенка. Такие действия носят временный характер и должны быть подкреплены доказательствами. Даже когда детей забирают из их дома, закон требует, чтобы предпринимались постоянные усилия для того, чтобы ребенок мог быть безопасно возвращен в свою семью как можно скорее. Конечная цель вмешательства заключается в обеспечении безопасности ребенка. Не все сообщения передаются на экспертизу службе CPS. Если сотрудник горячей линии определит, что собранная информация не соответствует критериям для передачи ее на экспертизу, дело может быть закрыто при отборочной проверке. Когда дело закрывается при отборочной проверке, информация все равно записывается. И если в будущем будет получено еще одно уведомление о каком-либо ребенке или взрослом в семье, то ранее сообщенная информация может быть рассмотрена. Даже когда дело закрывается после отборочной проверки, в сообществе могут быть другие учреждения, которые могут помочь и поддержать семью в удовлетворении потребностей ребенка. Как только вы составите уведомление о случае ненадлежащего обращения с детьми, инспектор или работник службы CPS могут сообщить вам, было ли уведомление передано кому-либо для рассмотрения вопроса о том, имело ли место ненадлежащее обращение, или были ли предложены семье какие-либо услуги. Как обязательный уведомитель, вы выполнили свое обязательство сообщать о случаях ненадлежащего обращения с детьми, независимо от того, было ли уведомление передано для оценки службой CPS или нет. Несмотря на то, что вы можете почувствовать разочарование, когда результат окажется не таким, каким вы его ожидали, знайте, что существует множество способов помочь ребенку и семье. Если у вас есть сомнения по поводу решения, принятого в результате отборочной проверки, вы можете попросить поговорить с руководителем, организующим такую проверку. Благодарим вас за то, что вы нашли время узнать больше о своей роли обязательного уведомителя. Вы часто являетесь важным связующим звеном между ребенком, который нуждается в помощи, и ответом, который может предложить защиту и поддержку. Когда вы используете свои профессиональные навыки,
Чтобы распознать признаки ненадлежащего обращения с ребенком, записывайте критическую информацию, чтобы подготовиться к составлению уведомления, а затем сообщайте об этом подозрении, вы выполняете свои законные обязательства и используйте свой голос и полномочия от имени ребенка, который рассчитывает на вас. Спасибо вам за то, что вы так много делаете для нашего штата и ваших местных сообществ. Вы являетесь частью системы обеспечения безопасности детей и семей, и это действительно важно.